Привет, ребят! В этом видео поговорим про гиперлордоз и сразу скажу, что у меня лично гиперлордоза не было. Если раньше на своем канале я рассказывал про свой сколиоз, про свой кифоз, про свой шейный лордоз и про свой выпрямленный лордоз, то гиперлордоз — это единственная патология, которой лично у меня не было. Но так как я сейчас уже работаю с людьми и у большинства из них есть проблема гиперлордоза, я изучил этот вопрос и на практике проверю эффективность всех упражнений, которые будут представлены в конце этого видео. Начинаем с теории. Смотрите, сейчас я стою вот так. Обращайте внимание только отсюда и до пяток. Раньше я стоял вот так. То есть у меня был сглаженный лордоз, здесь всегда была прямая линия, и коленки были всегда подогнуты, так как раньше у меня, как вы знаете, был выпрямленный лордоз. Теперь следите за мыслью. Сейчас я в течение 5-10 минут выполню несколько упражнений на растяжку, а затем мы посмотрим, в каком положении будет мой таз. Итак, я порастягивался в течение 5 минут. И давайте посмотрим, в каком положении сейчас мой таз. На первый взгляд может показаться, что у меня за 5 минут развился гиперлордоз. На самом деле нет. И вот вам первый вывод. И такое положение таза, оно для нас естественно. Вопрос в том, как долго мы в нем находимся. И да, если долго находиться в позиции гиперлордоза, то это приведет к определенным последствиям, таким как брюшная мышца удлиняется и становится очень слабой, из-за чего провисает живот. Если ходить с гиперлордозом, то передняя мышца бедра участвует в походке минимально. Со временем передние мышцы бедра станут короче и затвердеют. От случая к случаю, конечно, могут быть различного рода еще какие-то последствия, но самое негативное последствие, по моему мнению, это то, что если очень долго находиться в позиции гиперлордоза, то эти мышцы поясницы всегда будут в натянутом положении, и в какой-то момент им перестанет хватать длины, и они будут перетягивать мышцы спины сверху, что приведет к гиперлордозу плюс сутулости, а со временем это превратится в гиперлордоз и сильный грудной кифоз со всеми вытекающими уже там последствиями. Поэтому, если у вас есть проблема гиперлордоза, то в первую очередь то, что вам нужно делать, это развивать подвижность таза. Это можно сделать несколькими способами: лежа, сидя, стоя у стенки, либо на четвереньках. Первое положение — лежа. Если у вас гиперлордоз, то, скорее всего, когда вы ляжете, ваша поясница не будет касаться пола. Для этого мы подгибаем колени и начинаем выполнять подвороты таза. Не обязательно уходить максимально в гиперлордоз в эту сторону, но очень важно максимально подкручивать таз и сокращать все сопутствующие мышцы, когда мы пытаемся прижать поясницу к полу. Следующее положение. Сидя. Все то же самое. Выполняем подвороты поясницы. Максимально напрягаем все сопутствующие мышцы вот в этой точке. Это мышцы спины, пресса. То же самое можно выполнять стоя у стены. Точно так же подходим, например, к стене, и у нас также не прислоняется поясница к стенке. И мы подворачиваем таз и прислоняем поясницу к стене. Это же упражнение можно выполнять на четвереньках. Как только вы разовьете подвижность в тазу, для некоторых людей это уже будет результат, и вы сможете понимать, какое положение таза естественное, а какой перебор в ту или другую сторону. Но опять же, если вашему гиперлордозу от 1 года и более, скорее всего, у вас уже есть различного рода негативные последствия, а именно
растянутая брюшная мышца и затвердевшие мышцы передней части бедра. Итак, чтобы исправить гиперлордоз, вам нужно параллельно растягивать переднюю поверхность бедра и параллельно прокачивать нижний пресс и все сопутствующие мышцы кора. Здесь у вас может возникнуть конфликт, так как большинство роликов, которые я посмотрел на YouTube, все в одно слово говорят, что ни в коем случае нельзя качать пресс, особенно выполнять различного рода скручивания и так далее. С этим согласиться я не могу. Почему? Потому что, как я уже говорил, первый этап – это развитие подвижности. Понятное дело, если мы пропускаем первый этап развития подвижности и приступаем сразу к растяжке бедра и прокачке пресса, то все это становится вместе как одно большое противопоказание. Потому что люди, у которых гиперлордоз, пытающиеся растянуть переднюю поверхность бедра, например, выполняя данное упражнение, они будут стоять не так. Они будут стоять, во-первых, в гиперлордозе и пытаться растянуть себе переднюю поверхность бедра, которая не будет растягиваться от слова совсем, потому что вы стоите в гиперлордозе. Для того, чтобы это упражнение давало хоть какой-то эффект, вам нужно, как я говорю, в первую очередь научиться подворачивать таз, а уже после тянуть переднюю поверхность бедра. Так она будет растягиваться с подвернутым тазом. Соответственно, все упражнения на нижний пресс, а в основном это скручивание и подъемы ног, также могут представлять опасность только для тех, кто не прислоняет поясницу к полу во время их выполнения. Первое упражнение. Можете держаться за стену, чтобы не терять равновесие. Берем стопу в руку и тянем пятку к ягодице, растягивая переднюю поверхность бедра. Стараемся тянуть максимально сильно. Если получается, можно тянуть двумя руками. Обязательно обратите внимание на свой таз, чтобы он ни в коем случае не ушел в гиперлордоз. Поэтому сначала обязательно подкручиваем таз, а уже потом делаем растяжку. Растягиваемся в течение 30-60 секунд, а затем меняем ногу и делаем все то же самое. Следим за поясницей, чтобы она не ушла в гиперлордоз, подкручиваем таз, только потом увеличиваем растяжку. Следующее упражнение. Подползаем к стенке на четвереньках, ставим одно колено на расстояние 10-15 см от плинтуса, второе колено выставляем вперед и стараемся выпрямиться. Убедитесь, что ваш таз не находится в позиции гиперлордоза. Если получается, можно делать небольшие качки вперед-назад, чтобы еще больше растягивать переднюю поверхность бедра. Если вам сложно, то тогда можно колено поставить еще на несколько сантиметров дальше от плинтуса. Пробуйте в этой позиции, должно быть немного легче. В этой позиции можно взять опять же стопу рукой и тянуть ее к ягодице. Но основная задача научиться выполнять данное упражнение, вплотную поставив колено к плинтусу, комфортно ощущать себя в этой позиции в течение как минимум 30 секунд. Не забывайте постоянно проверять позицию своего таза, так как если он уходит в гиперлордоз, то никакого результата от выполнения данного упражнения не будет. Выберите наиболее удобное положение для вас и растягивайтесь в течение 1-2 минут каждой ногой. Первое упражнение. Ложимся на спину и подгибаем колени. Подкручиваем таз, чтобы полностью прижать поясницу к полу. И начинаем выполнять поочередный подъем колена к груди на выдохе.
Следующее упражнение: ставим стопы вместе и точно так же выполняем, только теперь одновременный подъем колен. В этом и во всех следующих упражнениях рекомендую положить руки под ягодицы, чтобы выполнять было легче и чувствовать поясницу, что она точно прижата к полу. Следующее упражнение из этой же позиции. Теперь поднимаем прямые ноги до угла в 90 градусов и контролируемо опускаем их вниз. Обратите внимание, что пятки не касаются пола, они максимально близко к нему приближаются и сразу же отрываются снова вверх. Следующее упражнение: ножницы. Прямыми ногами имитируем движение ножниц, поочередно складывая их друг на друга. Если получается, можете параллельно менять высоту подъема ног. Самое главное, следим за техникой, чтобы поясница, как всегда, была прижата к полу, а ноги были полностью прямыми. Следующее упражнение: удержание ног под 45 градусов. Для этого можно сначала поднять их вертикально вверх и затем опускать до уровня и замереть в статике. Можно выпрямить руки, чтобы было легче сокращать все мышцы кора. Далее садимся и упираемся руками сзади себя и выполняем выпрямление и сгибание ног. Если по какой-то причине вам сложно сидеть, можете выполнять данное упражнение лежа. Следующее упражнение: выполняем подъемы таза, вертикально выкидывая ноги вверх. И последнее упражнение: планка. Ставим руки ровно, локтями давим пол и обязательно следим за поясницей. То есть сейчас нам нельзя ее проваливать, а нужно наоборот подкрутить таз и давить всеми мышцами кора, удерживая эту позицию. Для тех, кому в планке стоять легко, можно выполнять такие подъемы тазом вверх. Либо продолжайте стоять в обычной планке в течение минимум 1 минуты.